Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие смотрители. Я приветствую вас на нашей программе «Честь, достоинство и справедливость». И с огромной радостью представляю коллегу, друга, бойца, соратника, нашего дорогого друга Виталия Ивановича Миронова, да. Знаете, Миронов – это такая фамилия, которая, во-первых, она так или иначе как-то пересекается с моим отчеством. Временами что-то путают, меня называют Мироновой Ольгой Мироновной. Это даже я не удержался, помните, от этого в самом начале. Я просто хочу сказать, что вы особенный гость, вы особенный друг, вы член Зиновьевского клуба, боец, как и все, в общем, мои друзья, мои товарищи, коллеги, которые приходят на нашу передачу с таким названием «Честь, достоинство и справедливость». И я хотела бы, может быть, вы пару слов о себе скажете, и чтобы мы поговорили о том фантастическом международном форуме с названием «На том стоим». И вообще, что это такое было, какой это след оставило в средствах массовой информации, в душах людей, в головах, в взбутительных головах и вообще, поговорим об остальном. Прошу вас. Во-первых, большое спасибо Ольге Мироновне за такое представление, за добрые слова в мой адрес. На самом деле, я самый обыкновенный российский гражданин, родился через 100 лет после отмены крепостного права в России в 1961 году. Внук фронтовика, прошедшего всю войну в прямом смысле слова, оставшегося в живых, в отличие от 3 своих братьев. Мои корни по маминой линии с русского севера, по папиной корни из Рязанской области. Я закончил в свое время в 1983 году Государственный Московский педагогический институт имени Ленина. Работал в школе 10 лет. Моим предметом увлечения, как историка в свое время, были русско-шотландские исторические и культурные связи. Шотландский, российско-ирландский и так далее. Об этом мечтал написать диссертацию. И они вас сопровождают по сегодняшний день? Да, мечтал написать диссертацию и уже готовил ее, но случилось то, что случилось в 1991 году, потом Агадаровские реформы. У меня были уже престарелые родители, пришлось все это завязать и пытаться понять, как я могу зарабатывать иным образом. Я понял, что кроме своих увлечений у меня в жизни больше ничего нет. Я подумал, что как получится, так и получится. И создали в Москве... Вы себя недооценивали. Создали в Москве российско-шотландский культурный центр «Каледонский клуб», который здравствует и по сей день. И вот на базе нашего клуба случилось много выдающихся событий. И фестивали российско-шотландские, и первый фестиваль на Красной площади в 2007 году «Кремлевская зоря». И замечательные поездки. То есть мы уже тогда работали как мягкая сила, уже в те годы. Вы знаете, что между Россией и Шотландией много общего, духовного общего. Многие российские выдающиеся деятели нашей истории и культуры имели шотландские корни. Но потом, когда мы поняли, что мы, я имею в виду моих коллег, моих собратьев, моих единомышленников, что мы кое на что способны в плане того, чтобы сделать на своем, как вы говорите, боевом месте, боевом посту, на самом деле просто на своем месте для Отечества, для народа нашего, уж простите за высокий слог такой пафосный. Это не высокий слог, это ответственность. Я тоже так считаю. Главное, надо успеть сделать. Поэтому мы стали проводить такие крупные акции, международные акции, поскольку ресурс у нас большой накопился за эти годы, контакты были широкие по всему миру. К нам приезжали, мы в Крыму стали проводить мероприятия уже после забудем Бессмертный полк. Да. С этого все началось, когда мы привезли на Бессмертный полк творческие коллективы из Австралии, Новой Зеландии, Италии, Великобритании. И они шли, ребята в колонне Бессмертного полка с плакатами, изображениями своих дедов, прадедов, Дорогобстоев, конечно. С этого началось. А потом, чуть позже, мы создали фонд развития общественных международных культурных инициатив. На том стоим. Это перефраз знаменитой фразы в исполнении... красиво звучит, в исполнении на том стоим. Черкасова. Помните этот фильм замечательный, Александр Невский, где Александр Невский, обращаясь, не факт, что он произнес эти слова, но наверняка он так и думал. Они врезались нам в сознание. Что-то такое было произнесено. Но тогда, конечно, Эйзенштейн и Черкасов это прочувствовали, и вложили в уста Черкасова эту удивительную фразу, которая стала просто, я считаю, таким, знаете, лозунгом на столетие. Да. Идите с миром, а если с мечом к нам вернетесь, обращаясь он к тевтонским пленным рыцарям, кто с мечом к нам придет, от меча погибнет. На том стояла и стоит русская земля. Мы на том и стоим.
Так и родился вот этот Псковский форум, его правильно, то есть такое полное название, Международный форум в поддержку российской истории и культуры, на том стоим. Псков, понятно, почему Псков. Это вообще-то тоже интересный момент, почему Псков. И сегодняшний, я имею в виду в этом году, форум, который проходил в Пскове, ну, вообще, правда, место удивительное, выборное. Случайности не бывает в таких выборах такого рода. Но ведь это же не впервые, правда? В третий раз мы проводили. Вот расскажите, как это все началось? Кто вас поддержал? Кто вам возражал? Кто вам сопротивлялся? Потому что мы живем в такое время неоднозначное. И так или иначе нам приходится сталкиваться с проявлениями недоброжелательности, недоверия, недружелюбия, подозрительности, ну и далее. Мы не будем перечислять все возможные варианты. Вы знаете, Ольга Мироновна, нам в этом плане, в общем-то, повезло, потому что, когда мы изначально задумали этот проект, мы изначально задумали его провести в исторических городах Российской Федерации. Причем не просто в исторических городах, таких много у нас в стране, да, а те города, которые являлись, скажем так, государствообразующими в свое время. Именно вот государствообразующими, да. И когда мы в конце 2022 года, мы подались на грант Президентского фонда культурных инициатив. И проект был рассчитан на 2 города. Это Рязань, которые, я не знаю, может быть, наши радиослушатели и зрители не знают, что Рязанское Великое княжество стало последним, кто вошло в состав единого русского государства в 1513, если не память не изменяет, году, и тем самым как бы цементировал создание, или 1513 или 20, сейчас точно не помню. Это можно уточнить. Да. И Псков, которому, может быть, повезло в меньшей степени, чем Новгороду. Новгород все-таки в большей степени был таким торговым городом, да? Хотя новгородцы тоже сражались, бесспорно, за честь, достоинство нашего Отечества, и нашего народа, нашей веры. Но Псков был таким суровым стражем, городом-воином на западном порубежье. Город, который первый принимал удары недружелюбного по все века Запада, да, или, как сейчас принято говорить, западной элиты, такой, знаете, вот, верно. Религиозно-государственной элиты, да, это же были ордена, вот эти, помните, да, меченосцы, ливонцы, тевтонцы, да, все время они, как сказать, зарились на эти земли, на эти богатства, и хотели оцивилизовать эти земли, скажем так, как они понимали, да. Вот, поэтому, конечно, мы очень надеемся, что станет Псков. И надо отдать должное Президентскому фонду культурных инициатив. Они нас поддержали. Мы тогда получили в 2023 году грант. И весной 2023 года, в мае месяце, мы провели сначала в Рязани, потом в Пскове. Но я должен сразу отдать должное псковичам, когда мы провели вторую часть, значит, этого форума. А причем тогда он назывался, первый форум назывался Международный форум против отмены российской истории и культуры. Мы тогда как бы усилили, жестко, определенно, без экивоков. Вот, и псковичи к этому отнеслись, крайне заинтересованно. Они это просто приняли на себя, вот, что вот это вот то, что нам нужно. Правильно. Это то, чем мы занимаемся. Потому что здесь, помните, когда мы приезжали на берега Великой, там проезжали, там было написано: здесь начинается Россия. Вот она действительно земля. Здесь начинается. И ведь, вот обратите внимание, именно, и псковичи-то попросили Виталия Ивановича, давайте, если можно, все-таки давайте, мы хотим, чтобы это стало нашим фестивалем. Мы согласились. В 2025 году провели второй форум, сейчас вот третий, но уже в поддержку российской истории и культуры. Потому что, и мы абсолютно, я считаю, что мы оказались правы, потому что за эти годы стало понятно, что отменить нашу историю и культуру невозможно. А вот поддерживать ее надо. И в рамках нашего форума, когда был второй день конференции, если вы помните, я прекрасно помню, Ольга Мироновна, с чего вы начали свое выступление. Вы встали и сказали: сегодня утром был нанесен удар по Севастополю, по панораме РУБО обороны Севастополя. Ведь, понимаете, вот это из той самой категории, что и взрывы нацистов в годы Великой Отечественной войны, взрывы храмов в Новгороде, это взрывы Петродворца, Петергофе и так далее. Конечно, это вот и подчеркивает цивилизационный характер того противостояния, того противоборства, которое сейчас развертывается на наших глазах на полях Украины. Да? И ведь это не впервые, Ольга Мироновна, понимаете? Нет, мы все время говорим, что это вот сейчас идет, мы сейчас воюем не с Украиной, мы сейчас воюем с Объединенным Западом, мы говорим, да, и это правда, это правильно. Но когда мы говорим, что это не впервые, что такое уже бывало, мы вспоминаем нашествие, как правило, кого? Мы вспоминаем нашествие
Наполеона, то есть Гитлера в 1941 году, да, Наполеона в 1912 году, и как-то этим ограничиваемся, да? Хотя... Но ведь, Ольга Мироновна, я вот что подумал. Смотрите, когда я копался немножечко вот, сказать, занимался этим вопросом, готовясь, потому что мы наш проект готовим очень серьезно, да, и вот в этом году проект был посвящен целому ряду дат, в том числе и дате 445 лет со дня героической обороны Пскова. Нет, к сожалению, диорамы и панорамы героической обороны Пскова. Только в том году, если мне память не изменяет, появился памятник Давмонту Тимофею, между нами говоря, благоверному князю Давмонту Тимофею в Пскове. Но, слава богу, хоть что появился, да? Но в 1581 году, когда была Ливонская война, на Русь пошел походом, и это написано в каждом учебнике, в каждой монографии можно прочитать, польский король Речи Посполитой Стефан Баторий. Да. И все воспринимают как нашествие поляков. Ничего подобного. В войске Стефана Батория, а ведь это был не просто поход для разорения русских земель и захвата, это был поход на Москву. Конечно. Это был поход на Москву. Цель Батория была свержение Грозного, да, оккупация Москвы и все, что потом, все те вот прелести, которые потом стали проявляться в начале смутного времени. Так вот, в войске Батория были поляки, литовцы, естественно, но помимо них британцы, то есть англичане, шотландцы, коллективный Запад. мои предмет моих увлечений, да, венгры, немцы со всех немецких земель, наемники, да, даже поговорят, испанцы там были, да, немцы со всех земель. То есть это был первый поход объединенной коллективной Европы, в основном католической тогда еще Европы, да, против России. И вот об этом надо говорить. Об этом надо кричать. Потому что москвичи это помнят. Об этом надо помнить. Как это актуально сейчас, да? В обязательном порядке. Более того, я полагаю, что нам надо было бы, мы обязаны даже с вами, были бы включить в резолюцию нашего 3-го Псковского форума, в Пскове, мне нравится вот это название именно в Пскове, включить туда рекомендацию, не просто пожелание, а именно рекомендацию, чтобы в Пскове был установлен монумент, соответствующий этому событию. 445 лет. У нас есть потрясающие скульпторы. Конечно. Кстати сказать, с одним из потрясающих скульпторов вы сегодня и встретитесь после нашей передачи. Это Щербаков. Вы понимаете, да. Особый случай, особая фигура, как раз специалист. Это его призвание, монументальность. Пожалуйста, Салаватом Щербаковым. Конечно, вы знаете, в Пскове есть монумент, это обелиск, да, в память, вот на месте был прорыв там небольшой, когда был пролом в стене и так далее, обелиск есть. Но, конечно, такое событие грандиозного масштаба заслуживает более значимого. И этот обелиск был сделан еще в царское время, насколько я помню, да. То есть это однозначно. Это событие такого масштаба, которое достойно более знакового монумента. Это рэперная точка. Это причем нет просто точка. Конечно. Это гигантский элемент нашей истории. Конечно. Гигантское событие в нашей истории. Абсолютно. И вот нужно видеть эту последовательность. Нужно прослеживать все эти цепочки. А нам пытаются ведь объяснить, что и войны с Японией не было. Вернее, так мы не принимали никакого участия. Вообще, всю историю не то что переписывают, ее перемалывают, ее убивают. И мы с вами должны оставаться стражами этой истории. На том стоим. Да, на том стоим. Я вам благодарен за то, что вы пригласили наш Зиновьевский клуб для участия в этом славном форуме. Меня особенно потрясло, удивило, обрадовало и укрепило как-то, знаете, вот в вере, что мероприятие проходило на границе с Эстонией. Это было здорово. Мы почувствовали вот это ощущение пограничной зоны. И не хочу сказать, что присутствовали люди безответственные, Боже сохрани. Каждый из нас нес с собой вот свою долю ответственности, переживаний. Но вот эта близость этой опасности, ощерившегося на нас Запада во всех его проявлениях, это, конечно, придавало конференции особое наполнение. Я вам еще раз благодарна. Вот хочу сказать это. Спасибо, Людмила Ивановна, еще раз за такую оценку. Но я сейчас улыбнулся. Знаете почему? Не мог сдержать улыбку, потому что те же самые слова, что очень важно. Произнесли, вот вы сказали, что мы почувствовали вот эту атмосферу, да, пограничия, мы эту нашу опасность почувствовали. Самое важное, что это было высказано те же самыми словами, да, нашими иностранными участниками.
особенно с западными участниками. Они сейчас об этом пишут, они об этом говорят в своих подкастах. Под впечатлением. Да, нет, они именно об этом говорят. Вот у меня когда был подкаст с Паскалем Латазом, вам известно, да, швейцарского историка известного, который еще обладает медийным ресурсом. Я сейчас об этом скажу чуть позже. Это важный момент, да, просто коль скоро вы об этом сказали. Он говорит: Виталий, ты знаешь, это было особое ощущение, когда мы почувствовали 500 метров от границы, мы почувствовали опасность с той стороны. Вот так вот. То есть мы теперь понимаем ваши ощущения. А это было крайне важно. Понимаете, Ольга Мироновна, дело в том, что вот я сейчас, если позволите, скажу об этом несколько слов. Я вас с удовольствием. Дело в том, что вот чем мы занимаемся. Да, вот чем мы занимаемся. Вот есть такое, вот, чтобы было понятно нашим слушателям, да, мы пытаемся запустить механизм той самой мягкой силы, о которой так много говорят. В большинстве случаев используют этот термин к случаю и без повода, да, и не понимая, без большого уважения, и не понимая иногда, то есть, понимая смысл, то есть понимая значимость этого, но не понимая механизм, а как это сделать, да, то есть вот. Я потом покажу. Да, то есть как бы, а ведь это не фигура речи. Когда мы говорим о мягкой силе, мы же должны ее задействовать. Мы должны этот механизм создать, мы должны создать механизм действия той самой силы, которая является вот мягкой, как вот принято говорить. Ну, не благодушествовать. Да, и это на самом деле, это очень серьезный труд. Да? Вот мы выбрали то направление, которым мы занимаемся, да, где мы можем это сделать. И вот этим форумом, особенно этот форум последний сейчас это показал, вот как результат, если кратко говорить результат, нам удалось запустить механизм работы мягкой силы. Нам удалось создать механизм и запустить этот механизм. И помимо всего прочего, сейчас я об этом более подробно скажу, просто сначала вот как бы с резюме начинаю, мы, по сути дела, добились начала создания платформы, которая свидетельствует о создании антивоенного движения в Европе. Теперь, что это значит? Вот когда мы создавали, и Псков тут опять работает, да? Псков, порубежье. Да, это граница нашей Родины, да, это граница с НАТО. Да. Вот именно там, как говорится, чтобы создать атмосферу, ощущение, нужно было именно там проводить вот этот форум. Причем у нас ведь, как вы знаете, было две стороны форума. Да. Одна была такая культурологическая, да, концерт артистов известных из Италии, из Китая. Все было очень грамотно и очень правильно. Да, итальянский певец приехал, и были и из Индии друзья приехали, из Китая, да, из других стран. Но в том числе у нас была очень важная составляющая научно-просветительская, научно-познавательная, исследовательская. Мы пригласили, как вы знаете, не просто известных историков и политологов, а мы пригласили таковых, у которых есть медийный ресурс, которые могли бы запустить свой медийный ресурс. Да, в рамках это были эксперты, боже мой. Да. Мы не будем стесняться этого слова. Да, не просто эксперты, а медийный ресурс. У каждого, вот, например, Паскаль Латаз мы упоминаем, да, он каждый день выпускает подкаст, он является профессором, он, будучи швейцарским гражданином, он работает в Киото, в Японии, он является профессором Киотского университета. Да. Дальше Александр, да, Ричард Саква, который постоянно, да, то есть член Валдайского клуба, который постоянно участвует во всяких интервью. Но, между прочим, удалось привести Александра Меркуриса. Александр Меркурис, да, это, скажем, тот, кто сейчас формирует общественное сознание, да, в Великобритании. Человек, у которого Дюран, да, который обладает ресурсом, который смотрит сотни тысяч людей каждый день. У него 1 миллион подписчиков. Да? И вот эти люди, приехав к нам, выступив у нас, послушав нас, да, они, да, и причем надо было создать, надо было не просто их привести, надо было их настроить их на откровение, на откровенность. Мне кажется, нам это удалось. Да, их надо было настроить на искренность, на понимание, на доброжелательность, потому что некоторые из них приехали в Россию первый раз, как например, Паскаль Латаз, и они были, и вот когда мы с ним общались, да, и когда он стал говорить о том: Виталий, как вот тебе удалось вот создать такую атмосферу, в которой мы были потрясены, мы никогда такой атмосферы внутренней, как мы не чувствовали, не обладали таким ощущением родства какого-то, вот что мы тут уже были много раз, вот как, я говорю: Паскаль, вот помнишь, мы ведь ехали в Псков 14 долгих часов на автобусе. Да. Он, да, говорит, помню. И мне казалось, это какая-то недоработка логистической команды организаторов. Я говорю: Паскаль, а ведь помнишь, вот когда въехали, ты хоть помнишь, о чем вообще, вот как, ты же всю дорогу беседовал с Александром Меркурисом. Да, мы друг друга не видели никогда, первый раз познакомились, и мы выговаривали. Я говорю: я хотел, чтобы вы выговорились. Именно. Мне хотелось, чтобы вы провели эти 10-14 часов поездки, общаясь друг с другом, чтобы вы, приехав уже в Псков, уже знали друг друга. У нас было ограниченное время. У нас было всего
длился только 5 дней. Если мы сейчас просто прилетели на самолете и сразу бросились бы в бой, не было такого единодушия, которое... И вы приехали подготовлены. Кроме того, помнишь, где мы выходили, где мы делали остановки? Да? А мы делали остановки в Ржеве. У памятника. Вы это видели. Вы из окна видели вот эти монументы. Вы спрашивали, а что это, а почему это? Мы останавливались в Великих Луках, и там тоже видели эти монументы. Да? Они приехали в Псков на форум уже насыщенные, насыщенные и уже познакомившиеся друг с другом. Они в этой поездке... И он говорит, да, ты знаешь... Теперь я понимаю, как это было грамотно, все продумано, организовано. И то, что поселили нас, мы не думаем, мы думаем, что мы будем жить в Пскове. Но когда мы осознали, ясным своим сознанием, что мы находились в 500 метрах от границы, а мы видели эту колючую проволоку, мы были в шоке. И мы ожидали, что, не дай бог, сейчас оттуда что-то... Вот она фронтовая полоса. Мы ожидали, что, не дай бог, оттуда что-то прилетит. Понимаете, да? То есть люди понимали это. То есть понятно, что там была безопасность, все это было организовано, естественно, продумано. Вы их везли туда, в смысле, вы пригласили их туда не для того, и чтобы... Ольга Мироновна, вот это мы все делали изначально. Мы могли их мы, по сути, могли их поселить в каких-то отелях, там, в Пскове или в хороших, там, подальше от границы. Да. Мы могли их привезти на самолете, даже на поезде. Но мы сознательно пошли. И вот эта атмосфера, которая сложилась, и они уже друг друга знали, познакомились друг с другом. И поэтому они раскрылись сразу же, в первый же день конференции, понимаете? Да. И это потрясающе. Я восхищена вообще и формой, и содержанием, и временем, которое, слушайте, пролетело мгновенно, но все было настолько насыщенно и концентрировано смыслами, работала каждая секунда. Понимаете? Работали все уровни нашего сознания, и вот это ощущение опасности, вот по спине бежал холодок время от времени, да? Потому что действительно могло прилететь. И вот то, что они почувствовали, это не наше ощущение, это отношение всей нашей страны. Это человеческое ощущение. Вот, на границе которой собирается чудовищное количество представителей НАТО, вооруженного до зубов, хотя было 30 лет тому назад обещано, что ничего подобного не будет. И вот это и есть угроза, которая нависает над тобой, над твоим домом, над твоей страной, над твоим ребенком. И то, что они погрузились в эту атмосферу, вы знаете, может быть, покажем мы им 10 фильмов, на что-то бы среагировали, на что-то нет. Но вот это физическое ощущение, оно дорогого стоит. Конечно, и помимо всего прочего, это физическое ощущение опасности, такой, не опасности, а такой опаски, да? А с другой стороны, для нас было важно еще, где их разместить. То есть не просто в отеле, там, 4-звездном, как мы обычно это делали 2 предшествующих года, а сейчас мы их разместили на турбазе, на хорошей турбазе, прекрасной, там, в домиках вот этих отдельных, да, на природе. Я помню, когда я только приехал, значит, Ричард Саква идет по дорожке на завтрак, и восторженно вот этот профессор, да, и Виталий говорит, мы живем в раю. Я говорю, да ладно, что ты, Ричард? Он, да, говорит. Нет, было я живу в домике на берегу озера, прям как у Чехова, у Тургенева. Я сегодня утром слушал первый раз за 30 лет кукушку. Это было так трогательно, понимаете? То есть люди еще почувствовали Россию, понимаете? Они почувствовали вот красоту не только... Причем не лубочную Россию. Ведь это же знаменитые, это известные историки. Они обладают огромным запасом знаний, которым многие из нас не обладают. Да? Их трудно чем-то удивить с точки зрения знаний. Но и история, вот я все время, когда тоже преподавал, я часто говорю с своими учениками, что историю важно не только знать, это правда, это важно, и это может быть, и это обязательно, но это недостаточно. Историю надо чувствовать, понимать. И вот это крайне важно. Если ты только знаешь историю и оперируешь какими-то понятиями, категориями, но ты не понимаешь смыслов глубоких, в данном случае того народа, который ты изучаешь. Да. Я об этом говорю. А ведь мы говорим о том, что Запад нас зачастую не понимает и не знает. Да? Может быть, не хочет знать. Но ведь есть те, которые хотят нас знать, которые нам не являются врагами, которые хотят объективных с нами отношений, скажем так. Да? И вот для них важно почувствовать Россию. Эмпатия. Конечно. Человечность. Не расчеловечивание нашей истории. Поэтому наша задача была дать им возможность почувствовать Россию. Да. Поэтому мы их возили не только разместили на этой частичке русской природы, да, в Сосновом Бору, там, в этих домах из дерева, да, конечно, условия были прекрасные, но это была все-таки природа, да, но именно поэтому их возили в Опочку. День России 12 июня они провели в Опочке. Да.
Многие из наших зрителей, место может быть, слышали, и время. Да? Да. И они приехали оттуда восторженные. Они там общались с простыми русскими людьми, которые кормили их кашей-пышухой, которые там угощали их, извините, не только лимонадом и квасом, да, вот, но в разумных пределах, конечно, но они почувствовали гостеприимство, почувствовали, они потом, не умолкая, об этом говорили. Это было вот сильнейшее это потрясение, вне всякого сомнения. В Пушкинский город мы возили китайскую делегацию и так далее. Ну и не только там, везде у нас. То есть мы давали им еще возможность такого культурного как бы общения. Да. И они были этому благодарны очень. Причем, вы знаете, если бы мы отделались простыми какими-то идеологическими лозунгами, если бы мы маршировали по сцене и призывали их следовать за нами, навряд ли бы мы достигли того результата, потому что результат, он перекрывал все ожидания. Да. Я вам скажу так, у моего Зиновьевского клуба, у нашего биографического института Александра Зиновьева, у нас были какие-то предощущения. Мы полистали, конечно, естественно, страницы истории нашего теперь уже форума. Но, вы знаете, когда не видишь, что у тебя уже что-то автоматически выстраивается. Все было настолько по-человечески, глубоко и пронзительно. Вы знаете, я вам скажу так, ощущение вот того, что бегут мурашки, это не враги сидят в зале, конечно, а люди, которые лишены были чего-то, лишены были возможности услышать и понять, и почувствовать друг друга. Поэтому мягкая сила – это прежде всего отношения на человеческом уровне. Да, абсолютно согласен. И вот подтверждением ваших слов, Ольга Мироновна, являются результаты форума. Вот то, что вы сказали, что они почувствовали, и они просто приехали, послушали, выступили, уехали и забыли. Нет. Как я уже говорил, каждый из них обладает ресурсами медийными, вот эти подкасты, вот эти интервью, да. И вот я отслеживал, ну, естественно, мне нужно было потом создать какую-то для себя даже аналитическую записку, как все прошло, там, да, какую-то аналитику сделать, там, записку для наших псковских коллег, они просили об этом по итогам форума. И я был потрясен, что практически уже на самом форуме, потому что я вам потом перешлю, послушайте, перешлю обязательно, мы это уже сделали, да, они начали записывать подкасты уже там, на форуме. Да. То есть, вы смотришь, антураж, значит, тесом, деревянный этим домик, там внутри сидят, беседуют. Но важно, что десятки подкастов записано, если не сотни уже, понимаете, да? И Паскалем Латазом, и Меркельсом, и Саквой, и Ричардом, да, и Кристофером Ридом, да, значит, Рабкин, Яков Миронович Рабкин, да, вот, наш замечательный историк, профессор Монреальского университета, очень известный, уважаемый человек в научном мире, да, так он написал потрясающую статью, да, о русофобии, где просто на основе впечатлений форума, он там рассказал о форуме, да, и говорит: Виталий, мы в вашем форуме просто подняли волну. И вы посмотрели, я тоже дам ссылочки, сейчас просто от Канады и до Пекина, где работает Райан Перкинс в Российском культурном центре в Пекине, а это, причем он директор по английскому, значит, медийному вот этому, по масс-медиа английским, англоязычному масс-медиа, да, то есть он директор по англоязычному масс-медиа Российского культурного центра в Пекине. И вот Райан Перкинс, Виталий, говорит: я вот, значит, впечатлившись форумом, впечатлившись идеями форума, да, я бы прошу вашего разрешения назвать, также вот на том стоим, цикл лекторий, который я хочу создать на базе нашего культурного центра, посвященного русофобии. И он уже приглашает туда людей, туда уже приезжал, значит, лорд Гэллоуэй, вот этот известный находится такой, да? Вот, и там шла речь опять о русофобии, именно в контексте идей, значит, нашего форума. Но самое важное, что вот я начал с этого говорить, я когда стал прослеживать, значит, в Ютьюбе, Роман Блажко, вы еще его забыли? Да, он тоже самое, да. Там и Роман Блажко, и, кстати, и Новотный на чешском радио записал потрясающую программу, потрясающую, там десятки тысяч слушателей. Так вот, Ольга Мироновна, а ведь там никого же обмануть нельзя, там все видно, да? Заходишь в подкаст, там видно, сколько просмотров, количество. Это не абстрактно, сколько ты нас там посмотрел. Четко каждый подкаст виден, причем каждый день увеличивается. Количество людей, просмотревших, количество лайков и, что самое ценное, комментарии. Англоязычное, значит, поле. Это англоязычное, это не наше, это не российская пропаганда. Это особый, вот этот смысл глубокий. Дорого стоит, да. Так вот, на 14 июля, то есть месяц назад почти, на 14 июля я подсчитал, вот я взял все эти подкасты, подсчитал, посмотрел,
количество вот этих просмотров, не лайк, а просмотров, был 1 миллион 127 тысяч человек. Феноменально. Сейчас уже зашкаливает за 2 миллиона. И это все... Это и есть победа. Это, конечно, это англоязычное Вот так. поле медийное. Да? А это граждане своих стран, это Великобритания, там Америка, Канада, Европа, ну, те, кто по-английски понимает. Да? Дальше. И это, главное, это будущие избиратели. И идеи, которые эти наши с вами, значит, участники нашего форума проводят, это идеи в основном направлены на понимание российской позиции. Совершенно верно. На понимание и, главное, чтобы учитывались российские интересы, чтобы понять Россию, осознать ее интересы и добиться мира в Европе. Да. Не только и где в Европе. сейчас на наших глазах разворачивается оголтелая военная пропаганда. Так вот, еще очень важный момент. Борьба за мировую цивилизацию. Это не только о Европе 11 значит, июня, после как раз... Нет, прошу прощения, 12 июня, когда был, как раз, мы перед поездкой в Опочку, после второго заседания, значит, после второго заседания конференции, где выступали вот вы, Ольга Мироновна, и ваши члены Зиновьевского клуба и так далее, где вы прекрасно выступили, вы отразили ту точку зрения той части, все более увеличившей части нашего общества, которая требует и выступает за решение этих вопросов насущных, причем решительное решение этих вопросов. Да? Благодарю вас. Вот. И они это осознали. Для них это было необычным. Они думали, что... они, вернее, наверное, полагали, что наше общество спит. Да? И вот они как бы выступают, анализируют, так, знаете, как бы такая научно-академическая дискуссия, и вдруг выступаете вы, выступает, значит... Нет, ну, надо отдать им должное. Доклады были прекрасные. Помните, Меркель выступил, да? Русофобия в литературе в западной. Потом провел такой... Это потрясающе. Мы сейчас попросили их перевести на русский язык, чтобы он прислал нам это. Это изумительно. Так вот, ваши такие решительные выступления, они дали им возможность осознать, что происходит трансформация российского общества. Это не просто академические посиделки. Конечно, это не просто академические посиделки, вы абсолютно точно подметили. Да? И они с этим осознанием ко мне обратились и говорят: мы хотим собраться, обсудить, потому что мы поняли, что это, как, знаете, это как вот такой мимикрия идет, и это опасная мимикрия, да? И мы поняли, что с русофобией мы должны еще больше бороться с этим сейчас, объединить наши усилия. И они пришли ко мне тогда, значит, в мой вот этот штабной домик, 12 человек их было. 2 часа они обсуждали, они не спорили, они обсуждали после ваших выступлений, что они должны сделать, чтобы со своей стороны на Западе, значит, им еще больше как-то будировать вопросы опасности русофобии и опасности разогрева зарубежного, значит, западного общественного мнения до критических вот этих, до критических моментов, когда встает вопрос о, скажем, милитаризации общественного сознания западного. Это опасность войны, да, то есть, по сути, это борьба, это антивоенное настроение. И они они решили создать платформу. Медийную платформу, чтобы объединить все свои медийные ресурсы. То есть, вот у каждого свои есть подписчики, у каждого свои слушатели. Они решили создать эту платформу, чтобы не, как я понимаю, об этом они даже говорили, чтобы не провоцировать против себя свои элиты. Вот эти, они решили назвать это так немножечко так обтекаемо, но очень конкретно. За мир и дипломатию в Европе. За мир и дипломатию в Европе. И вот сейчас я смотрю, они создали общий, значит, уже сейчас создается контент общий создается. Да. Они говорят: Виталий, пожалуйста, мы хотим, что если вот, чтобы и Зиновьевцы у нас выступали, чтобы другие у нас... Передавайте, естественно. Да. И они уже создают этот контент. То есть, по сути, делают то, о чем я говорил. То есть, мы возбудили... В хорошем смысле этого слова, в реальном, возбудили такое антивоенное начало, элемент антивоенного движения в Европе, знаете, что сейчас критически важно для нас. Очень важно. Это антивоенный манифест. Да, потому что это избиратели. Конечно. Это избиратели. Конечно. Это причем избиратели не убаюканные обещаниями, рассказами, а растревоженные. и какой-то вегетарианской информацией. Да.
избирателей, которые увидели, что есть что и кто есть кто. Конечно. Они да. это почувствовали. Да. Понимаете, нет ничего дороже вот этого опыта. Конечно. Вот я хотела бы показать нашим зрителям вот наш буклет, посвященный этому нашему мероприятию, огромному. На том стоим. Мы продолжаем стоять на том и будем стоять на том. Мы будем разговаривать друг с другом и общаться, понимая, что, конечно, в споре рождается истина, но бывает спор позитивный, с позитивной установкой. Бывает спор, который вас загоняет в угол, и вы чувствуете себя на скамье подсудимых. Подсудимых не может быть. Именно Уж в точно нашем... не с этой стороны. Именно. И это очень дорогого стоит. Конечно. Вообще сама идея, сама человечность, человеческая наполненность, насыщенность вот этой встречи, она правда дорогого стоит. Люди сидят у своих каминов, люди сидят у своих письменных столов, люди там поливают цветочки или что-то, но когда появилась вот эта возможность понять, почувствовать, понимаете, они держали нас за пульс, а мы их. И вдруг обнаружилось нечто, человек обнаружился. Конечно. Homo sapiens не уснул, его не закопали, Конечно. его еще не умертвили. Мы боремся за то, чтобы процветала мысль, и чтобы ее можно было переводить на разные языки, а может быть даже без перевода, чтобы люди поняли, что такое потеря, люди поняли, что такое боль, чтобы ужасы тех войн, которые... Конечно. Ведь вот, насколько я понимаю, вот вашу позицию, Ольга Мироновна, с которой я солидаризируюсь, да, то есть мы ответственно стали перед ними вот эти все вопросы, да. Значит, да. Факты приводили на наших выступлениях, в значительной степени даже как бы не щадя их, по большому счету. У нас не было задачи как-то, знаете, как-то ограничить, сгладить углы. Мы не сглаживали углы. Мы не гладили их по головке. Но при всем при этом, в обыкновенной, как бы вот не в дискуссионной ситуации, а это достойно, мы с ними вели себя очень человечно, очень достойно. Да. Мы их ни в коей мере, знаете, как-то не ограничивали. Вот сюда нельзя идти, туда с тем нельзя разговаривать. Нет. Мы им дали свободу. И они чувствовали. И это ценно. Да, так вот, один из последних буквально подкастов, буквально, по-моему, позавчера, что я вам вышлю, да, Александр Меркельс, он об этом говорил, потому что когда наш президент, 2 дня назад, по-моему, когда он беседовал по телефону с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ, и когда Александр Меркельс на следующий день делает подкаст, и он говорит об этом, потому что ценно, что он об этом говорит, рассказывает. Вот потому что ни в одной западной газете, ни в одном западном средстве массовой информации об этом не было сказано ни слова. Меркельс полчаса посвящает программу, говорит об этом, и вспоминая о том, что это 76... И он говорит, между прочим, эта 76-я дивизия расположена в Пскове. И тут же вспоминает. Где я совсем недавно был, значит, на форуме, где я имел возможность познакомиться с современной Россией. Не в Москве, куда я раньше, там, или в Петербурге, куда я раньше приезжал, а вот в России, Псков. И я видел казармы этой вот дивизии. Конечно, я туда не заходил, это было невозможно. Но я разговаривал с людьми на улицах. Он говорит, я разговаривал, значит, с людьми. Я понимал, как живут, что чувствуют русские люди, москвичи, русские люди. И для меня это было очень ценно и важно, потому что это обогатило мой опыт и мои знания, он говорит, мои чувства, как никогда прежде. Шикарно. Представляете, да? То есть, вы знаете, результаты. То есть, они общались с простыми людьми. Он прямо об этом говорит, он артикулирует. Общался на улице, там, в магазинах, еще где-то. И разговаривал с простыми русскими людьми. И вы знаете, и не в последнюю очередь хотелось бы сказать, что вот эта наша программа, это наше стремление, это наша воля, не результат какой-то установки, которую мы получили из-за каких-то стен или из-за каких-то учреждений. Это движение человека. Да. Движение человека образованного, разбирающегося, знающего, эксперта, который может сказать гораздо больше. Болящего за свое отечество, да, неравнодушного, у которого есть честь, достоинство, то, что, как называется, ваша программа. Вот, именно. То есть, это не обыватели выясняют отношения. И не заказуха никакая. Потому что вы сейчас показали брошюру, да, обратите внимание, тут нет сверху значка ПФКИ. Нет. То есть, мы проводили это как бы... Получилось так, что мы проводили это за свой счет, не тоже за свой счет. Мы проводили это на средства, которые нам предоставило правительство Псковской области. Вот их надо поблагодарить. Так вот, когда мы говорим о человечности, и то, что это не заказуха никакая была, да, то есть мы не осваивали грант.
Да, что важно. Мы пришли к псковичам, естественно, к руководству Псковской области, да, обратились с письмом к ведернику, Михаилу Юрьевичу. Да, и люди, к его заместителям, к вице-губернаторам, Министерству культуры. И они по-человечески оценили вот это все. Да. И дали возможность. А ведь это было очень трудно. Средства были ограничены, предельно ограничены. Я это хорошо помню, конечно. Я это хорошо знаю. Вы тем не менее... стоически продержали наш фронт. Вам удалось достичь того, что, вы знаете, я думаю, даже будь получимый президентский грант, я не уверена, что результат был бы такой. Понимаете, мы с вами были в состоянии людей, которые идут по пустыне. В общем, да. Вода была ограничена, где-то далеко был оазис, но мы должны были до него дойти и донести главное. Конечно. Желание... Правильная ассоциация. Необходимость жизни, бороться за жизнь во всех ее проявлениях. Да. И я пользуюсь возможностью, я благодарю вас в открытом эфире, потому что вот такая инициатива, не подкрепленная миллионными, многомиллионными грантами, которые подчас спускаются на всякую ерунду, вот это есть народное движение. Простите меня, я даже не побоюсь этого слова. Это было ополчение. Такое, знаете, это было наше культурно-просветительское ополчение. Да. И честь, хвала, вот это тот самый момент, когда говорят, народ и власть едины. В данном случае, на примере Пскова, псковская власть, она была едина с народом. Понимаете, чем дело? Это было крайне важно. И я уверена, что эта передача будет положена на стол нашему президенту, и чтобы он точно знал, что мы, нашу страну, в обиду не дадим, мы ее защищаем во всех тех точках, где появляется возможность. А мы создаем сами эти возможности. И я приветствую вас, благодарю за передачу. Спасибо, может быть, вам хочется сказать какие-то дополнительные слова на прощание, обратиться к слушателям? Громко сказано обратиться к слушателям. Я бы хотел просто сказать о том, что время трудное, конечно, бесспорно, но я полон оптимизма. Я считаю, что Россия – это страна оптимистов. Она всегда была страной оптимистов во все времена. И я считаю, что стоя на нашей земле, на своей земле, на той, которой мы все стоим во всех отношениях, в духовном смысле, в семейном отношении, тут могилы наших предков, тут растут наши дети. И с нашими традиционными ценностями. Да, у нас нет другой земли, а нам другой земли и не нужно. Но то, что наше, мы никому никогда не отдавали, не отдадим, не отдаем и не отдадим уж точно. Поэтому, дорогие мои друзья и недруги, которые тоже наверняка везде есть у каждого человека, скажем так, недоброжелатели, да, все-таки я считаю, что Россия как страна, обладающая, как никакая другая страна, главным ресурсом, великим народом, непобедима. Я в это верю. На том стоим. На том стоим, да. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. В гостях нашей программы «Честь, достоинство и справедливость» был Виталий Иванович, дорогой наш друг Миронов. Человек, который возбуждает массу мероприятий, исключительно миролюбивого, миростроя, как сказать, строителя мира. Вы строитель мира. И вам это хорошо удается, красиво удается, благодаря вашему профессионализму, вашим связям с профессионалами во всем мире. Ваша любовь к Шотландии, она ведь не случайна. Она, видите, проявилась и вот в том, что и нам что-то досталось дополнительно. Я благодарю вас. Спасибо, приветствую. Всего хорошего. До следующей всего доброго. До свидания. Всего доброго. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся.
А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.